Корвалмент. Швидка допомога вашему сердцу. Ну что ж, наша любимая рубрика «Вогник, вогник, жарко, жарко» распространилась по территории всей Российской Федерации и не только. Владимир Путин, российский диктатор, делает очередные манипулятивные заявления, говорит: я никуда не уйду, никуда не собираюсь, а если меня будут выгонять, я и ядерку применю. Собственно, ничего нового, но все же. Это он говорит после своих визитов в Северную Корею и Вьетнам. А между тем Соединенные Штаты Америки говорят: бейте, куда вам надо, по территории страны-агрессора. Обо всем этом и не только. Будем разговаривать прямо сейчас. Ирина Узлова, мое имя, и со мной Борис Тизенгаузен, политтехнолог, традиционно каждый день с нами. Борис, здравствуйте, рада видеть. Слава Украине! Героям слава, приветствую. Ну что ж, мы сейчас послушаем не як липа шелестить, а некоторые другие звуки, которые слышали жители Российской террористической федерации на протяжении всей этой прекрасной, но для них не очень ночи 21 июня. Куда-то в нефтебазу, походу, дрон бахнул только что. Разбудили меня. Я просто лежу, сплю и слышу, как бахает что-то. Так звучал Краснодарский край. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в очередной раз словив кондрашки, заявил о массированной атаке дронов по региону, в частности, по территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе края. По его словам, там повреждены административные здания. Не знаю, как должно и быть построено административное здание, чтобы так горело. Понятное дело, что не только они поражены. Потому что оперативный штаб Краснодарского края признал, что беспилотничек упал на территории Ильского НПЗ на Кубани, Краснодарский край. Площадь пожара 50 квадратных метров. Мы уже атаковали, напомню, этот НПЗ в феврале 2024 года. Ейск тоже с нами. Российский телеграм-канал «Астра» показал нам кадры пожара после атаки беспилотников по российскому Ейску. Напомню, хотя, я думаю, все наши зрители уже знают, что именно там расположен российский военный аэродром, который очень часто посещают беспилотники Божьего наказания. Адыгея. Второй просто раз за неделю. О взрывах и атаке дрона сообщили в районе поселка Яблоновский в Адыгее. Жители Волгограда тоже не спали. Они снимали ночные взрывы и вспышки, которые мы позже увидели они увидели в небе, а мы увидели на видео. И жители Волгограда тоже присоединились к беспилотной эстафете этой ночью. Севастопольский гауляйтер Миша Развожаев сообщил, что в Крыму военные отражают атаку беспилотников. Из последствий атаки он признал лишь то, что в районе Монастырского шоссе, конечно же, вспыхнула трава. Это наша любимая вообще. Трава у них постоянно. Крым, Мариуполь, она там постоянно горит. В то же время телеграм-канал «Крымский ветер» намекнул, что последствия атаки более серьезные. Министерство пресечений и агрессии Российской Федерации, конечно же, традиционно в своем манипулятивном, обманчивом стиле отчиталось о том, что якобы целых 110 и больше беспилотников атаковали всю территорию Российской Федерации. Из них 70 лишь только беспилотников было перехвачено на территории временно оккупированного Крыма и над акваторией Черного моря. 43 на территории Краснодарского края, Волгоградская область. И также сообщили они о якобы уничтожении в северо-западной части Черного моря 6 безэкипажных катеров. Борис, у нас такое меню сегодня в программе, что я даже не знаю, с какого блюда мы начнем. Вам что больше всего понравилось? Да, вот эти все истории про траву, как и забористая у них там трава, конечно. Естественно, сам факт того, что 70 беспилотников, это, кстати, уже второй раз 70 за эту неделю. То есть представьте себе, россияне, которые думали, там где-то то они один сбили, то 2, то 5, а тут уже по 70 летит со стороны. Это с их слов. Они, кстати, не завышают эти показатели. Они врут про то, куда попали, но сами показатели они не завышают. Потому что, условно говоря, это пугает россиян. 70. Они не занижают ли, Борис? Не занижают? Может, их больше было? Нет, они не занижают, потому что они уже поняли, что можно посчитать количество взрывов, например, и люди снимают на видео. То есть, условно говоря, вот я видел видео, там персонаж один снимает, говорит: смотрите, вот уже это 23-й мимо, они один за одним пролетают. И есть такие видео, которые, по факту говорят, что вот десятками они летят, дроны украинские БПЛА. То есть угроза для россиян, она как-то так вот сразу несколько регионов атакованы. Кстати, как там курортный сезон, интересно, в Краснодарском крае?
Поэтому я думаю, что россияне это ж такие, если заранее купил путевку, он поедет все равно, хоть там под землю все провалится. Но в данном случае те, кто принимает решение, а выбор-то какой? То есть они акцию 2 года назад проводили «Отдохни в Крыму». Точнее, вот с 2014 года вообще у них была просто пиар-компания какая-то сумасшедшая. Крым – лучшее место отдыха. Давайте все сюда, в Краснодарском крае дорого. Крым, Крым, Крым. Ну, то есть задача была больше денег влить в Крым. Они просто не знали, что там Аксенов с Константиновым, все равно их украдут. А сейчас, видите, как оно получается. В Крым не поедешь, в Краснодарский край дроны прилетают, границы закрыты, россиян не любят на других курортах, ну, есть за редким исключением. Что делать? Что это, Сызранские озера или что? Ну, в общем, я думаю, что они уже и про отдых-то не сильно думают. Сейчас им там Путин приказал налоги повышать. То есть придется подумать о том. Одно дело, когда повышаются налоги в стране воюющей, которую разрушают, а другое дело, когда повышаются налоги в стране, где тебе говорят: да все нормально, мы побеждаем, сейчас вот, чуть-чуть подождите, с экономикой. Она прямо, Путин же рассказывает, отлично, прям летит в космос экономика. Так чего ты налоги-то повышаешь? Неправда. И притом, я вот часто общаюсь с Максимом Плантом, российским оппозиционным экономистом, который работает на Радио Свобода, в частности, международной редакции. Друзья, кстати, заходите, свежее интервью, буквально сегодня с утра на нашем ютубе 24-го. И он говорит, что на самом деле уже никуда эти налоги никогда и не снизятся, понятное дело. Это будет как с пенсионной реформой, которую Путин обещал в свое время потом откатить назад, и ничего не откатил. Так вот и тут налоги будут только повышаться, потом зарплаты будут уже скоро вставать у всех от 200 тысяч, потому что будет инфляция не только. И, соответственно, на тех, кто раньше считался недостаточно богатым для таких налогов, потом уже будет подпадать. И, как и, кстати, крах рубля просто близок, потому что рубль, который сейчас как будто бы укрепился, то это укрепление, оно разве что может на какие-то цены на импортные товары повлиять. А на самом деле очень плохо и для импорта, и для внутреннего бизнеса, и для инвесторов, и не только. Поэтому экономика в Российской Федерации явно не в хорошем состоянии. Спасибо. Нам, гуманитариям, полезно. Ну, кстати, да, Борис. Ну, и видим, что вот такие удары тоже. И отсутствие туристических сезонов, и не только. Это все, конечно же, влияет и на не только на экономическое состояние, но и на моральное россиян. Потому что просыпаться в ночь, когда летит больше 100 беспилотников, это же уже новая реальность, новое веселье. Новая реальность, да. То, что бьют, в том числе сейчас не только беспилотниками, но и уже по приграничной территории бьют хаймарсы и летят туда наши Нептуны, чуть туда уже дальше, это тоже новая реальность. То, что изнашивается техника, в том числе авиация, и все больше кабов падает непосредственно на российскую территорию, тоже новая реальность. Но вместе с этим, вот чтобы не выглядело оно как-то однобоко, знаете, так постоянно мы позитивно, россияне все-таки уже и кабы там вот этот ФАБ-3000 применили, абсолютно дикая бомба, конечно. То есть они в этом плане идут дальше. Вот что единственное, что Россия научилась создавать, это вот орудие убийства, оружие какое-то. Ну, понятно, что там в большей степени состоит из комплектующих западных, но вот орудие убийства Россия научилась создавать. Лучше бы орудие созидания научилась. Ну, кому мы говорим. Это не надо совсем. Давайте пройдемся, Борис, ваше позволение, более точечно по атакам, которые были. Краснодарский край совсем там неспокойно, и нефтеперерабатывающие заводы, я уже не знаю, там что-то от них вообще осталось. Ильский НПЗ и в феврале 2024 года был атакован нами. Перерабатывает он до 6,6 миллионов тонн нефти ежегодно, или, возможно, уже перерабатывал? Знаете, почему вот Крым и Краснодарский край удобны для атаки беспилотников? Ну, потому что можно идти там либо над водой, либо, ну, особенно там, если мы про Крым, про западный берег говорим, и там же на воде сложно поставить систему ПВО, так бы их на подходе сбивали, а так он раз и сразу возле берега появился. То есть заход через море — это очень удобно. Не знаю, по какому маршруту эти летели, но даже когда они летели именно над сушей, и они все равно долетали прямо над сушей
до НПЗ, куда прилетали. Поэтому тут важно понимать, что российские системы ПВО против нашей линейки беспилотников оказались в крайне сложном положении. То есть они сбивают из стрелкового оружия, пытаются подавить рэбами. В этом плане, конечно, у них лучше все получается. Но еще раз подчеркну, количество в неделю несколько раз по 70 выпускать, это уже совершенно иные категории ведения войны беспилотниками. Тем более на таких расстояниях прилично. Краснодарский край, тут нужно понимать, там НПЗ их атакуют постоянно. И есть ощущение, что именно юг хотят оставить без нефтепродуктов. Понятное дело, там же и экспортные мощности, там и нефтебазы атакуют, которые, собственно, предназначены для того, чтобы поставлять в порты того же Новороссийска. И вот там в районе Темрюка топливо для Крыма. Они же там, эти гаденыши, починили паромную переправу сейчас. Я думаю, ненадолго. Но на самом деле это был серьезный удар. Так что представляю сейчас паромщики эти, да, или там те, кто обслуживает, особенно в ночное время, как они себя чувствуют. Хочется сказать словами Гэндальфа из «Властелина колец»: бегите, глупцы, бросайте эту работу, иначе точно прилетит. Бегите. Раз мы уже на юге и на территории временно оккупированного Крыма, на которой мы скоро будем полностью и всецело, о нем и поговорим. О чем же Борис, по вашей информации, умолчал севастопольский гауляйтер Миша Развожаев, когда сказал, что вспыхнула трава? Что на самом деле могло вспыхивать? Что говорят местные жители в Крыму, с которыми вы общаетесь? Насколько они спокойно Развожаеву? Говорят, что прилетало в районе бухты Казачьей. Я вот только не помню, это сегодня или вчера данные. Всегда хорошо. Да, значит, и там в районе мыса Фиолент. Травы там практически нет, если что, кстати. Зато есть системы ПВО и РЛС. Вот есть ощущение, что именно вот эта трава и горела. Но давайте дождемся точной информации. По крайней мере, районы вот эти обозначены. Я там бывал, прекрасные, красивые места. Когда деоккупируем Крым, снова все крымчане адекватные там побывают. И мы, конечно же, и оттуда проведем нашу программу. Мы уже, вместе с вами договаривались, мы также с Михаилом Шейтерманом, политтехнологом, вот там все и будем оттуда включаться, из территории нашего Крыма. Хорошо, двигаемся дальше. Ейск, военный аэродром, тоже неплохо. Там уже, я не знаю, что будут рисовать подобие самолетиков, накрывать их шинами, своими телами, розовыми брезентами. Что поделать? Летит по военным аэродромам. Летит, но подтверждения по количеству и номенклатуре пока нет. То есть я тут, знаете, я сдержанный реалист, поэтому тоже давайте дождемся. Прилетает регулярно, да, туда, в Ейск. Но я напомню, что еще 9 кораблей Черноморского флота сейчас как раз заперты в Азовском море. Учения у них, по-моему, там уже закончились. Из них 3 носителя калибра, 3. И это прям цели такие очень серьезные. Они там менее защищены, чем в порту Новороссийска, где они находились до учений. Поэтому есть ощущение, что не все вернутся. Прекрасно просто. Будем здесь ждать официальных подтверждений. Адыгея, зачем там мы охотимся? И Волгоград тоже сразу. НПЗ и нефтебазы. То есть тут пока у нас на таком расстоянии других целей нет. И я думаю, бьют по предприятиям ВПК, но это не там точно. То есть по металлургическим заводам, которые на ВПК работают, по инженерным различным тоже бьют, но там конкретно НПЗ и нефтебазы. Хорошо. Будем работать и дальше. Мы вот только вчера поговорили с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Он говорит, да, это неплохо, что прилетает. Мы, в частности, и вчерашние обсуждали прилеты по НПЗ Российской Федерации. Он говорит, жаль, маловато. Вот сегодня стало больше. Я думаю, что это будет еще и масштабироваться. 4 человека погибли в результате крушения вертолетика в Амурской области. Вот так. Возможно, там хотели, чтобы прилетели Амуры, а улетели их пилоты. Вечного полета не братья, назовем эту рубрику, как всегда,
сейчас, собственно говоря, земля вам стекловата. И вертолет «Робинсон» Р-66 с пилотом и 3 пассажирами на борту следовал с территории лесоперерабатывающего комбината до пункта назначения вблизи реки Джилтула в Тындинском районе региона, сообщает Следственный комитет. Поиски вертолета в тайге шли около суток. Ну, у них все долго. То пожары потушить не могут на нефтебазах, то, значит, вертолет ищут около суток. Можем ли мы понимать, что и здесь вот такие технические неисправности, даже если это они в результате санкционного режима и не только, и не очень оптимистического состояния авиафлота Российской Федерации, как военного, так и гражданского, это все работает? Ну, я бы здесь, знаете, это чисто, судя по всему, частная история. Ну, может, чиновника какого-то везли, может, еще что-то там. Ну, поэтому бизнесмены. То есть это частная история. Где-то там покормили эти россияне медведей, да и все. То есть такое случается. И у нас было такое, и техническая неисправность, это не обязательно влияние санкций. Но в перспективе временной, конечно же, все те в России, кто там купил себе вертолеты, их нужно ремонтировать, обслуживать. Причем к определенной технике есть условия следующие. Вот, например, к большой, крупной, серьезной технике, типа турбин, ее только могут обслуживать специалисты, ну, например, завода Siemens, которые производят. То же самое с техникой западной. Конечно, можно своими руками там какие-то аналоги в Китае заказывать или где-то еще запчасти, но это будет приводить вот к таким последствиям. Поэтому сложная техника со временем будет все больше и больше выходить из строя. И здесь мы возвращаемся к российскому гражданскому авиапарку. То есть вот к лайнерам, которые они частично украли, частично купили. Насколько я понимаю, в ручном режиме сейчас дан приказ замалчивать количество инцидентов, связанных с лайнерами, с поломками, чтобы не было паники у россиян, чтобы они продолжали дальше летать. Но мы-то с вами понимаем, что запчастей больше у них не стало на Боинге и Airbus, поэтому, конечно же, инцидентов больше. Но принято решение не подсвечивать. Ну, вот сейчас эпоха-то цифровая, кто-то что-то снимет, но в основном вернулся самолет в аэропорт, и вдруг какая-то поломка, пересадили этих россиян еще куда-то, может, не только россиян, и все, и полетели. То есть в данном случае будут замалчивать. А это все действительно санкции. А своего, как мы с вами уже говорили, произвести они не могут. Ну, то есть, условно говоря, 2 борта в год, это совершенно... А из строя выходят десятки в год той авиации гражданской, которую они стащили. Я напомню, 500 бортов они украли фактически. Это ничего своего, действительно, о чем мы уже сегодня упоминали, созидать и творить это не о них только все уничтожать, воровать и просто стирать с лица земли. Вот такая цель. Это кошмар, конечно, что в 21 столетии территориально в центре Европы практически такие зверства творятся со стороны Российской террористической федерации. И, по всей видимости, Борис, то, что мы вчера услышали во время маразматического очередного брифинга, который позволит себе Путин во вьетнамском Ханое, он никуда не уйдет, ничего, понятно, не выведет, на что мы иллюзий, конечно, никто не возлагал и надежды не лелеяли, но, тем не менее, опять он закрепил, собственно, все свои агрессивные намерения, планы и имперские амбиции захватнические, которые он планирует реализовывать и на нашей территории, осуществляя геноцид против нашего народа, просто по-другому, понятно, никакой цели нет, и масштабировать эту агрессию дальше. Я, знаете, думала, чего мне, так сказать, не хватает для обсуждения его визита в КНДР, но там он, видно, решил с пухляшом Ким Чен Ыном попезность цветочков, аурусов, коней, собачек и всего остального, и фото своих его на билбордах не омрачать. Но вот тут он нашел время, и я думаю, где же эти маразматические заявления, где же этот шантаж? Вот он, говорит Путин, я никуда не уйду, и будем до конца. Давайте услышим. Они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика.
курс, который мне недолго, там у нас, по-моему, полгода всего был, формальная логика преподавалась в университете, но я хорошо об этом помню. Ну, Путин, конечно же, вот будет пересматривать свою ядерную доктрину, по крайней мере, они готовы. Также он сказал, что их стратегические силы в полной боевой готовности. Борис, почему именно Вьетнам был выбран местом для очередного вот такого витка провокационных заявлений, манипуляций? Кому этот посыл сейчас, уже после саммита мира в Швейцарии, да, и на что рассчитывает Путин, когда опять-таки показывает, тут тебе он говорит, мы готовы к миру по Стамбулу, которым он все никак успокоиться не может, да, тут он опять просто говорит, войска выводить не буду, также в другой прямой речи, ядерную доктрину мы пересмотрим, наши стратегические войска в полной боевой готовности. Ну, прежде всего, что нам нужно сказать нашим телезрителям, обязательно подпишитесь на YouTube-канал, на котором вы нас сейчас смотрите, и на канал Тизенгаузена, потому что там сегодня выйдут инсайды как раз по Вьетнаму и по КНДР. Сделать очень просто, вот здесь синими буквами под видео написано Тизенгаузен. Нажимаете пальцем, там кнопочка «Подписаться». Все, не пропустите. Итак, значит, что... вообще, конечно, прекрасно показали же подарки эти, которые Путину достались в Северной Корее. Вот это черное надгробие и бюст белый. Это не шутка. Черное, гранитное или там перламутровое, не помню какое. В середине портрет Путина. Просто натурально могильная плита и белый бюст. То есть Ким ему уже, в принципе, собрал на кладбище, вот как оно, этот конструктор, как будет выглядеть путинская могилка. Почему сейчас и кто как отреагировал? Да потому что у него выхода нет. А потому в конце, ну это его завершение его вот этого коммунистического тура, как я уже говорил, у Путина нет другого выхода сейчас. У него есть график эскалации. То есть, условно говоря, учения сначала Беларуси передать, потом совместные учения, потом заявить о том, что он пересмотрит доктрину. А пересмотреть он эту доктрину может как раз-таки в обратную сторону. Убрать оттуда пункты нужно. 2 пункта убрать из 4, потому что они уже не работают. Удары баллистическими ракетами по территории России, пункт такой есть, тогда Россия должна применить. И удары по объектам ядерной инфраструктуры, сдерживание ядерной триады. Это тоже нужно выкинуть, потому что уже мы ударили по ним. Загоризонтные радары поразили. Да, эти самолеты дальней авиации, стратегические бомбардировщики снесли уже. Все. То есть оттуда нужно выкидывать 2 пункта из 4. Вот в этом плане пусть пересматривает. Скажу так, он, смотрите, как хитро казуистикой занялся. Он говорит, поражение России на поле боя – угроза государственности. Поле боя сейчас Украина. То есть он говорит, поражение России в Украине, он же не говорит поражение России в России. Это вот, то есть он говорит, если вы нас развалите, размотаете там в Украине, то я буду там что-то пересматривать. Ничего он пересматривать не будет. Но то, что он уже открыто артикулирует, это уже паничка у него такая серьезная. Он уже говорит, мы пересмотрим тысячелетняя история. Вот ты как раз, моль поганая, ты в историю войдешь как тот, кто уничтожил всю тысячелетнюю историю, где он там тысячи насчитал, я не знаю, тысячелетнюю историю Российской Федерации, персонаж, который ее, действия которого приведут к фрагментации, к нестабильности, а тут уже и все, кто кому что нужно, тот и потянет. Китай, Дальний Восток, там кто-то еще себе что-то, Иран заберет. В общем, вот как он войдет в историю. Он реально так и войдет туда. Мы его войдем туда просто. Останется он на задворках этой истории и окунется в ее аналы, где ему и место. Борис, что ж, наши прорывные партнеры, кажется, вообще не собираются тоже теперь успокаиваться и, понимая вот эти все риски от Путина, говорят, можно бить где угодно в случае угрозы атак. США сообщили Украине, что она может использовать оружие, которое поставляют американцы для нанесения ударов по любым силам РФ, которые атакуют через границу, а не только по тем, которые находятся в районе Харьковской области. Политико сообщает нам об этом, ссылаясь, вот как мы видим, на слова советника по национальной безопасности, надо же именно на его, Джейка Салливана. В интервью телеканалу PBS он заявил, что дело не в географии, дело в здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, то имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют с ней
с другой стороны границы. Тем не менее, конечно, о том, что можно наносить дальние удары по территории России, тут позиция политика запрета не изменилась пока. Пэт Райдер, бригадный генерал, а также представитель Пентагона, генерал-майор ВВС США, говорит о том, что в Пентагоне также заявили, что Украина может использовать оружие, предоставленное США для поражения российских войск, которые ведут огонь по силам обороны Украины в любом месте на границе с Россией, а не только вблизи Харьковской области. Да так недалеко, что и скажут, что и далеко-далеко можно бить, не так ли? Почему? Это, конечно, хорошо для нас, да, но вот что подталкивает партнеров быть еще более решительными и насколько это подпортит планы кремлевской моли касательно, он там, наверное, еще бредил и наступлением на Сумщину? Так вот, как раз это и стало решением. Ну, помните, мы с вами говорили, когда сняли запрет, ну, условный запрет на удары по территории России западным оружием, мы говорили с вами, что это только вопрос времени, когда будет увеличиваться радиус, когда глубина ударов и номенклатура вооружений. То есть день, когда мы услышим, что первый атакамс ударил по территории Российской Федерации, конкретно, наверное, не за горами. И день, когда F-16 начнут сбивать, ну и бить по территории Российской Федерации, тоже не за горами. Поэтому на эскалацию Путина, его сейчас загоняют, он обязан дальше отвечать еще какой-то эскалации. Зная его психотип, делая его вот этот профайлинг определенный, можно спокойно заставлять его эскалировать, зная, что он страшно боится за свою жизнь, не нажмет на кнопку. То есть вот сейчас посмотрели, самое что ни на есть, ну такая, прям все, наверное, сидели там особо обеспокоенные, из-за угла выглядывали, сняли запрет, что он сейчас нажмет, не нажмет. Не нажал, сейчас будет тебе. И пошло-поехало. То есть, судя по всему, его дожимают, его зажимают, и это видно. То есть вот этот тур его, который, ну, фактически, когда такое было, что Путин ехал просить, предлагать Ким Чен Ыну что-то, да он в жизни бы туда не дернулся, я уж молчу про Вьетнам. Вот. Но нет, вынужден ездить, попрошайничать. И вот и все. Теперь он будет пытаться создать какую-то альтернативу там, из диктаторских режимов формальную, типа микронато какой-то, но это все такое. Поэтому ситуация для него усложняется. И вот этот его козырь, когда он хотел попугать наступлением на Харьковском направлении, мы видим, чем оно обернулось. Очень вовремя, то есть его постоянно на шаг переигрывают. Вопрос, конечно, в том, что если бы нам разрешили сейчас уже и в достаточном количестве поставили и баллистические, и крылатые ракеты бить по территории России, там вот в 500 в 300 пока что километровой зоне не осталось бы ничего. А это бы просто сделало невозможным создание там группировок, подготовку к наступлению и так, но пока нам очень не хватает много чего. Да, Путин уже действительно поехал с такой протянутой рукой к последним странам мира, в Северную Корею, в частности, о ней я сейчас, и как тоже соглашается, говорит в интервью с моими коллегами Сергей Слонян, российский оппозиционный журналист, Путина туда погнала нужда. Вот так, нуждающийся, а мы его выгоним с нашей земли. Борис, благодарю вас от всей души за эту беседу, за эту неделю. Мы с вами уже в понедельник на этом же месте встретимся. Уверена, всегда нам есть что обсудить и будет еще больше. До свидания, всего доброго, берегите себя. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, Ирина Узлова была традиционно вместе с ним. Друзья, спасибо большое, что были вместе с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Бориса. Это очень просто сделать. В описании под этим видео большими синими буквами Тизенгаузен. Переходите, там еще больше аналитики, еще больше объяснений, инсайдов, а также скоро воскресенье. Это значит, что у вас будет и повод, и возможность напрямую задать свои вопросы Борису, которые я и мои коллеги не успевают в наших эфирах задать за неделю. Ну или может у вас есть что-то такое, что вы хотели бы спросить, но стеснялись или не знали как, вот, пожалуйста, Борис ответит, прочитает, точно будет интересно. И на YouTube 24, пожалуйста, тоже подпишитесь, нас уже больше 7 миллионов, но это, конечно же, повод только двигаться дальше, ведь где дальше, там и больше. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины, увидимся и победим.